Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, у меня на коррекцию клиентка с очень короткими ноготочками. Это клиентка-косметолог, и почему-то у нее не носятся углы квадратов. В данном случае причин может быть несколько. Во-первых, эти углы могут не держаться на перепиленном натуральном ноготочке. То есть, если ноготочек свой был перепилен предыдущим мастером, я, к сожалению, не знаю, насколько он был запилен, то углы могут отслаиваться из-за того, что ноготочек тоненький и уголок не держит. Также уголки могут убиваться только потому, что они мешают. Если человеку мешают эти уголки, то он их будет убивать постоянно, особенно на рабочей ручке, как мы видим. Ну и в данном случае мы решили пока от углов избавиться. То есть нет углов, нечему скалываться, соответственно. Поэтому максимально убираем материал. Тот материал, который остался от предыдущей коррекции со свободного края, еще и умудрился поотслаиваться. Поэтому в этот раз я убираю практически до натурального ногтя. Мне нужно снять почти весь материал, который был от предыдущего мастера. Ну и в данном случае меняем форму на миндалик. Решили походить с миндаликом, посмотрим, понравится нам, не понравится. Если нам захочется квадрат, то в следующий раз я, скорее всего, для того, чтобы сделать квадрат, уберу полностью длину свободного края, уберу натуральный ноготочек и доращу полностью новым материалом форму квадрата. Ну а в данном случае снимаем весь материал, смотрим, где у нас отслойки. Отслоек со стороны свободного края очень много, потому что, я еще раз повторяюсь, послоился материал, который остался от предыдущего мастера. На прошлой коррекции он выглядел очень хорошо, было принято решение его на ногтях оставить, для того, чтобы лишний раз не пилить по ногтевой пластине. Но до этой коррекции он себя показал не очень хорошо и весь поотходил. Поэтому я отпиливаю весь искусственный материал, особенно на кончиках ногтя, и буду заменять его уже на свой проверенный. Итак, убираем длину свободного края и сразу же выпиливаем нашу новую форму. У нас получаются вот такие слегка зауженные овальчики. Как обычно, отодвигаем кутикулу, убираем птыриги, наносим праймер, базовый гель на всю поверхность натурального ногтя, потому что, напоминаю, материал был снят практически полностью. И уже своим материалом будем выстраивать новую архитектуру. Сегодня будем моделирование производить при помощи прозрачного геля средней вязкости в одну капельку, совершенно не заморачиваясь. Ноготочки у нас очень коротенькие, толщины у нас немного. Можно было эту каплю сделать без опила, с переворотом ручки, совершенно без проблем. Но я без опила не люблю, как вы знаете, поэтому пилить я буду все равно, поэтому зачем мне заморачиваться с переворотом руки. Ну и быстренько выпиливаем всю красоту. Мне после опила ногти очень сильно нравятся, поэтому пилить я пилила, пилю и буду пилить. На самом деле время на опил у меня уходит уже минимум. Опил вот этих ноготочков занял буквально 10 минут.
Ровно столько бы времени я заморачивалась с переворотом рук и следила бы за тем, чтобы мой апекс никуда не уплыл и чтобы клиентка ровно донесла руку до лампы. Поэтому мне всегда проще попилить. Ну а теперь покрываем наши ноготочки и, конечно же, дизайн. Нами были выбраны вот такие два интересных оттенка. Розовый в качестве основного цвета и черный в качестве основы для дизайна. На черном гелем с блестками рисуем подмалевки наших будущих цветочков. Как всегда, как любят у меня все клиенты, как люблю я, у нас будет такая себе цыганщина. Нарисовали подмалевочки и в технике мазковой росписи объемным материалом поверх финишного покрытия наносим лепесточки своих будущих цветов. То есть наши лепесточки вживую светятся изнутри блестками, которые мы перед этим нарисовали. Камера, к сожалению, этого не передает, но в тех местах, где мазочек становится полупрозрачным, там начинают светить блесточки. Ну и в серединке, соответственно, тоже блестки остаются. Добавляем нашим цветочкам немножечко прорисовочки, потому что прорисовочка окончательно собирает наш цветочек в кучку и делает чистенькие краюшки, если даже у нас где-то что-то не получилось. Причем прорисовочку мы делаем тоже объемным материалом, поэтому не сильно тонкими линиями и с небольшим объемом.
Вот, собственно говоря, такой дизайн ногтей у нас получился. Клиентка ушла очень довольная, получилось очень стильно, ярко, необычно, вживую смотрится потрясающе красиво. Блесточки нежненько подмигивают левым глазом, смотря в какую сторону ручку ты повернешь. В общем, мы остались довольны, ждем эту клиентку на следующую коррекцию, будем смотреть, отвалятся ли у нее углы или нет. Вангую, что углы не отвалятся, потому что углов нет. А для того, чтобы не пропустить продолжение этой увлекательной истории, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Я очень была рада сегодня с вами пообщаться. Всем до новых встреч. Пока!